Сегодня в Юго-Восточной Азии нет страны, которая вам рада. И если вам рассказывают про то, как в Азии третьего мира хорошо, то вам однозначно врут или хотят на вас наживиться. Примерно такого содержания, только еще и с огромным количеством пунктов я получил комментарии под своим предыдущим роликом. И сегодня я хочу сделать полный разбор каждого тезиса и рассказать, как оно на самом деле происходит, или, по крайней мере, моими глазами человека, который непосредственно и ведет, во-первых, блог, тот самый недоблогер с 3 лайками, и оказывает услуги. Я делаю визы в разных странах, а также еще недвижимость и тому подобное. И прожил в тех странах, и, в принципе, периодически туда езжу в протяжении вот уже 4 лет. И давайте я вам расскажу с первого тезиса. А первый тезис — это у нас про Бали, и, в принципе, Бали — это то, где я провел больше всего времени, и основной сервис мой именно там. Бали был хорош 15-20 лет назад. Сейчас не стоит ни копейки своих денег. Перепиаренная помойка. Здесь, конечно, тезис очень интересный. Опять же, смотря какой Бали мы хотим увидеть. Если мы посмотрим прекрасный фильм «Ешь, молись, люби», конечно, такого острова уже больше нет. Такого места в принципе никогда не будет. Точно так же, как никогда не будет 2006 года. Давайте еще вспомним Россию 2019. Или нет, давайте вспомним Россию 2013. Или Украину 2007 года. Все, время идет, места меняются. В Европе огромная волна эмиграции, и люди не знают, что делать. Вот уже 50% мэров городов в Англии — это мусульмане и так далее и тому подобное. Да, действительно, место, которое стали пиарить как классное туристическое место за 20 лет пиара, перепиаренное, стало местом, где овер много туристов, и местные тоже не особо заботятся о том, что там происходит. Благодаря яишкам они умеют серчить классный интернет и залезать в те места, в которые я бы никогда не залез. Они нашли исследование какого-то института политехнического, у которого есть то ли филиал, то ли непосредственно главный корпус на Бали. И они сделали исследование, что на Бали заканчивается питьевая вода. Да, кто в этом виноват? В этом виноваты все. И фермеры, которые пытаются выращивать все на свете, и застройщики, и туристы, и тому подобное. Но вы поймите, если задача увидеть Бали 20 лет назад, на Бали есть такие районы, просто там никто не живет. Раньше до Убуда была грунтовая дорога 20 лет назад. Прикольно, классно, отлично. Уедь куда-нибудь там в Амет или в малозаселенные города, там примерно то же самое, и живи там. Или на крайняк ты можешь поехать на соседние острова. Они плюс-минус похожи. Похожи именно вот флорой и фауной, природой своей. И может быть там ты поймаешь тот самый вайб Бали 20 лет назад. Сейчас Бали, он поменялся. Сейчас Бали — это не место для бэкпекеров, которые могут бомжевать, потому что, в принципе, бомжевать по закону запрещено. Бали — это место, где встречаются инвесторы, предприниматели со всего мира. Это такой некий хаб, похожий на Дубай, только с другим вайбом. Если Дубай у нас это урбанизация, роскошь, то Бали — это для тех, кто любит вот немного более расслабленный вайб. Поэтому этот тезис о том, что Бали когда-то был хорош 20 лет назад, ну, наверное, для тех, кто вот любил дикую природу и максимально, скажем так, простое способ пребывания, какие-нибудь там палаточки, да, бунгало. Ну да, конечно, 20 лет назад было так. Сейчас Бали другой. При этом, как показывает спрос, он постоянно растет, остров расширяется, и сейчас власти Индонезии принимают законы, ограничивающие приток туристов и релокантов. Так что, ну, что я могу сказать? Сейчас Бали стал более коммерческий, да, плотный, да, застроенный, да, более дорогой. Он стал просто другой. 20 лет назад и я был совсем другим человеком. Следующий. Ехать на долгосрок на Бали — тупейшая идея. Миграционная политика полностью направлена на обратное. Максимально быстро выкачать все бабки и депортировать. Здесь надо сказать, что двоякая ситуация. Да, сейчас иммиграционная политика не особо хочет, чтобы на остров приезжали те самые бэкпекеры, бомжи, которые вот взяли палаточку, там живут на минималочку, на $100 снимают себе что-нибудь и кушают там рис, и деньги не тратят в экономику. Я хочу, чтобы вы посмотрели на это с
другой точки зрения. Представьте, что вот вы находитесь в своей стране. Скорее всего, в каком-нибудь бывшем СНГ. В России, Украине, Беларуси, Казахстане, неважно. И к вам приезжают иммигранты, которые пытаются выживать здесь за $100 и просто вот гуляют по улицам, ничего не делают. Вам вообще как это, понравится? А если вы еще и какой-нибудь Адлер, туристический район, да, вот Сочи, и сюда вам такие люди приезжают, которые на 100-200, давайте аналог 20 тысяч рублей выживают, но вот гуляют на пляже и тусят, и экономику никак как бы не развивают. Вам такие люди понравятся? Я думаю, нет. И Индонезия, естественно, по мере роста спроса, спрос рождает предложение, поняла, что им надо отказываться от такой категории людей, которые, приезжают просто побживать. Есть соседние Филиппины, Малайзия, острова, где, в принципе, человек может так жить на минималочку, и как бы это окей. Но Бали сейчас стал для Индонезии той статьей дохода, которую нужно как-то ограничивать и качественно улучшать. Поэтому не нужно, чтобы приезжало еще больше людей. Остров не резиновый. Нужно, чтобы приезжали более качественные люди, которые могут позволить себе проживать на этом острове. Поэтому спорно. Опять же, максимально быстро выкачать бабки. Любая страна, любое даже, скажем так, место, которое ориентировано на туриста, конечно, всегда будет приветствовать суточный прайс, суточную аренду, все задорого. Потому что спрос рождает предложение, как я уже неоднократно сказал. И если у человека больше нет возможности приехать на остров, это его проблемы. И я помню, когда я приехал еще во время ковида и видел цены на все, и какие они стали через год, там просто где-то 3-кратное, 10-кратное увеличение. Но при этом людей в 10 раз меньше не стало. Подумайте об этом. Что касается депортировать, так как я сам занимаюсь визами, и у меня за все время была только одна депортация, и то не по вине его сервиса, а по вине того, что человек выложил объявление о том, что ищет сожителя на свою виллу с личного аккаунта, да, его депортировали за это. Ему предложили либо взятку, либо депортацию. Да, есть такие моменты. Но представьте себе и другую сторону. Я там проживал несколько лет. Я вел YouTube и веду YouTube по сей день. Я ходил по улицам, я контактировал с полицейскими. Никому не было до меня дела. При этом я жил по визе C1, и как бы все окей. И есть люди у меня, которые живут 5 лет, 10 лет, 15 лет. У меня есть мой хороший товарищ, знакомый, который живет там уже 15 лет. И я не могу сказать, что здесь про депортировать. Вовсе нет. Здесь про соблюдение правил, и я бы даже сказал, негласное соблюдение правил приличия твоего пребывания здесь. Если ты приехал, соблюдай наши правила, нашу культуру, и понимаешь, что мы хотим от тебя каких-то действий, как-то в экономику вкладываться, но при этом, когда люди сюда приезжают и работают здесь, представьте себе, опять же, в вашу страну приезжают мигранты, и вместо того, чтобы регистрироваться в налоговых, начать платить в местную казну, они начинают, например, торговать на улице какими-то штуками, овощами, фруктами, чем умеют, какие-то услуги оказывать, массажку и тому подобное, никак не зарегистрированы как предприниматели, не платят налоги и живут здесь очень классно. Вам это понравится? Я думаю, это не понравится ни одной стране. Поэтому политика на сегодняшний день Бали — это в первую очередь искоренение коррупции. Во вторую очередь, это чтобы все жили по правилам и не имели возможности никак себя от них огородить за счет коррупции. И третье — это качественное повышение людей, проживающих на Бали. Но здесь есть и обратная сторона, которая звучит так: качественное повышение контингента. То есть вы, приезжая на Бали, уже будете понимать, что вы приезжаете в классную тусовку предпринимателей, инвесторов, инфлюенсеров и тому подобное. Есть, конечно, инфлюенсеры таких площадок, как OnlyFans, но это отдельная история. Вас могут депортировать за удаленную работу. Сидите в кафе снова там. Это такая байка, которая постоянно гуляет каждый год, она поднимается в комментариях в чатах, люди на панике начинают ее разгонять. Это не сказать, чтобы правда. Я считаю так, это скорее всего неправда. Мы
точно не знаем, за что их потом по итогу депортировали. Если их задержали во время рейдов, а такое бывает на Бали раз в год, начинает иммиграция бушевать, и, видимо, там на погоны себе зарабатывают, какие-то там планы выполняют, да, они начинают ездить по кафешкам. Но формально за то, что ты сидишь с ноутбуком в кафешке, тебя не депортируют. Но если тебя взяли с ноутбуком, приехали и начинают смотреть, что ты здесь, получается, у нас ведешь Инстаграм, Инстаграм там направлен на какой-то бизнес, ты используешь виды, которые у тебя за тобой, показываешь какой-то там успешный успех, либо ты снимаешь контент с местными красотами, этот контент ты используешь коммерческой там съемки, либо на своих блогах и тому подобное. Ребята, ну кажется, они говорят, ты здесь работаешь, и ты используешь наши ресурсы для своей работы. Поэтому тебе светит депортация. Да, есть, возможно, какие-то случаи, человек неудачно там пытался себя защищать, и иммиграция стала на принцип, да, они здесь могут все. Но это не значит, что вас за ноутбук депортируют. При этом ни мои знакомые, ни знакомые моих знакомых, ни знакомые знакомых моих знакомых никто ни разу с таким не сталкивался. Но если вдруг начинается какая-то паника, что иммиграция бушует, ребят, ну просто посидите дома пару неделек. Вот и все. И при этом есть и другая крайность, когда такие рейды находят людей, которые живут 2 года по визам по прибытию, занимаются бизнесом, получают бабки с местных, с экспатов, с туристов, и никак не зарегистрированы. Потому что есть такие случаи, такая крайность. Поэтому, конечно, сейчас Индонезия старается просто сделать так, чтобы люди соблюдали правила. Вас могут депортировать за съемку контента. Но неправда. Но меня не депортировали. Я очень долго жил. Не депортировали меня. Окей, я снимал на русском. Если бы я снимал на английском, да, у них был бы доступ либо возможность переводить то, что я снимаю на русском, на английский язык, да. Вопрос, а ты чем здесь занимаешься? То есть, если ты снимаешь видео и, например, голый, да, как это было там на фоне храма, ну, слушай, ты как бы нарушаешь наши местные законы, раз, и это немного некультурно, это несправедливо по отношению к нашей культуре, два. Представьте, если кто-то приедет в Россию и на фоне Казанского собора начнет снимать голый контент и выкладывать это где-нибудь там в своей стране. Вам бы это понравилось? Даже мне как-то вот вроде нейтрально, но вроде мне это не нравится. И местные власти говорят о том же. Поэтому за просто контент вас никто не уберет. Никто, огромное количество блогеров живут, снимают, ходят, и все отлично. Смотря за какой контент. Если этот контент, который ты наснимал, используется в коммерции, а ты живешь по визе по прибытию, и ты вообще никак не зарегистрирован хоть как-то, чтобы ты мог снимать контент, потому что есть отдельная виза, которая идет как контент creator виза. Ну, слушай, кажется, ты нарушил наше законодательство. То, что люди привыкли жить, как им хочется, используя лазейки и серую трактовку правил, ну, ребят, это ваша проблема, то, что законы были другие, и сейчас Индонезия старается просто требовать с вас соблюдения правил. Поэтому здесь я считаю это очень странный комментарий, что нельзя делать контент. Можно, просто по правилам его делай. Либо делай так, чтобы, ну, тебя не спалили, да, вот будем так тебе говорить. Но если ты в наглую нарушаешь, ну, извини. Вас могут депортировать за объявление о любой услуге или саму услугу. Если ты живешь без какой-либо визы, позволяющий тебе здесь работать, ты не платишь налоги, я думаю, ни одна страна в мире не рада таким мигрантам и туристам, которые делают здесь бизнес на их территории. Это система мировая. И я бы тоже не был рад, если бы стоял бы какой-нибудь овощной тут ларечек, и там бы без лицензии, без налоговой базы, без какой-либо там компании торговали бы вот прямо вот здесь. Мне бы это не понравилось. И местным это не нравится, и властям местным это не нравится. Поэтому то, что касается за объявление услуги и саму услугу, ну, ребят, ну да, это ведь странно. Пожалуйста, хотите заниматься бизнесом? Есть у нас InvestKitos, да, ты открываешь аналог компании здесь, у нее есть уставной капитал, ты нанимаешь сотрудников, создаешь офисы, делаешь юрадрес, пожалуйста, работай. Я работаю с вами, у меня есть компания, на которую я могу принимать также переводы денег. Если я для удобства
клиентов так не делаю, это не значит, что у меня этого нет. У меня есть компания, есть юр-адрес, я принимаю переводы, могу выслать инвойс, могу получить свифт на счет компании. Все это идет красиво. Соответственно, люди работают, налоги платятся. Есть бизнес, он работает. У меня есть знакомый, классно рекламирую, Мужики Про. Уже 4, по-моему, салона на последний момент, когда я с ним общался, да, бьюти-салоны. Тоже все зарегистрировано, работает штат, платятся налоги. Отлично. У меня был подкаст с Кучер Байк. Сейчас он, конечно, загнулся, но, опять же, все работает отлично. И так про любой бизнес. У меня есть ролик про ресторан Huge, то же самое. Оформляешься, работаешь, проблем никаких нету. Когда люди нелегально занимаются бизнесом, это, конечно, плохо. Поэтому, да, вас будут депортировать за нарушение законов. Вас могут депортировать за волонтерство. Ребят, если в законах существует виза, которая подразумевает волонтерство, а вы приехали по визе по прибытии, начинаете тут какой-то заниматься фигней, какие-то там что-то делать, без вашего спроса, зачем, вы пиаритесь, что вы делаете, помогаете, ну помогай молча, ну возьми байк, там не знаю, есть детские дома, да, возьми там 5 мешков риса, привези, выкинь и уедь, и об этом не рассказывай, это не запрещено. Если ты начинаешь волонтерство делать какой-то себя хвалящий контент, ребята, есть отдельная виза, где это разрешено. Пожалуйста, получайте, делайте и занимайтесь волонтерством. При этом вы говорите четко, что именно вы хотите делать. Они смотрят и думают, ну да, окей, нам это подходит, помогать детским домам, круто, занимайся. Кто так делает? Никто. Вас могут депортировать за фото мусора на пляже. Любую правду о Бали в социальных сетях. Ну, это, конечно, бред. Давайте представим ситуацию, вы где-нибудь в Дубае начнете фотографировать шейхов на яхтах с какими-нибудь моделями. Как долго вы проживете, я даже не говорю про депортацию, я говорю, как долго вы проживете, да, вообще в Дубае. А если вы начнете делать что-то подобное в Израиле, а потом уедете на край света, я все равно задам вопрос, как долго вы проживете, да, после этого? Вы поймите, я могу сфотографировать кучу мусора, хоть при полицейском, скинуть ее там в семейный чат, показать, вот смотрите, что происходит, другу скинуть. Это нормально. Но если я начинаю фотографировать мусор и выкладываю это в контент постоянный, показываю, снимаю ролики, как здесь плохо, да, вот как эти Навальные снимают, это никому не понравится. Вот у меня была ситуация. Я ходил в заведение, где я постоянно любил на закате посидеть, там рыбки поесть на пляже. И тут было 3 или 4 дня шторма, он закончился, и я такой думаю, о, классно, поеду в кафешечку. Приезжаю, а там вот, не знаю, 2 метра в ширину, метр в высоту, просто мусор, и вот он 20 километров идет по пляжу. Трэш? Да, ужас. Абсолютно. Я помню, в первый месяц или там где-то так я на Бали уехал на север, тоже там потусить на вилле у океана. Ночью гуляю, думаю, у меня ракушки там царапаются, блестят. Включаю фонарик с телефона и понимаю то, что это груды мусора. Круто? Вообще нет. Я это сфоткал, да, я это скинул, да. Но если я начинаю об этом постоянно писать, балийские работники встают каждый день до рассвета, начинают убирать мусор, стараются сделать красоту. Каждый день мусор выносит с океана. В этом мусоре Индонезия не виновата в той степени, в которой, например, виновата Индия или другие страны. Она делает красоту для туристов, и какой-то хрен начинает снимать это и рассказывать, как здесь плохо, понижая, ну, скажем так, репутацию Бали. Им это не надо. Им нужно, чтобы приезжал турист. Это нормальная вообще-то просьба, не нужно это снимать, и любую правду о Бали. Да ни одна страна в мире не захочет, чтобы они снимали любую правду о Бали. Любые сказки виза-помогаторов о китосах, диджитал-номадов и так далее — полная чушь. Ну, я как человек, который уже делает 4 года визы, имел только одну депортацию, я о ней рассказал не по моей вине. Могу сказать, что все абсолютно работает. И если какие-то люди покупаются на супер дешевые объявления, как это было раньше с инвесткитосами, когда создавали компании-пустышки с нулевым капиталом, туда закидывали 100 учредителей, эти учредители жили за очень дешево по Китосу. Ну, конечно, вам не понравится. Это то же самое, когда у нас в России регистрируют в одну квартиру 100 мигрантов, и нам тоже это не нравится. Нам не нравится, что кто-то использует законодательные лазейки, нам не нравится, что они получают квартиры и тому подобное. Поэтому, да, были недобросовестные компании, которые создавали компании-пустышки для людей, которые хотели получить визы. Либо Digital Nomad, так называемая виза. Там нет такого, что ты приезжаешь,
платишь денежку, и тебе дают визу, чтобы ты жил тут и кайфовал. Для того, чтобы получить визу, ты должен, во-первых, подтвердить, что у тебя есть доход. Второе, подтвердить, что у тебя есть работа на иностранную компанию, контракт, и ты являешься удаленным сотрудником. Да, пожалуйста, живи, работай. Но что делают наши сограждане, и хочется сказать, там, из бывшего СНГ? Ну, конечно, доходы они никто не могут подтвердить. Поэтому они что? Рисуются. Причем многие компании пишут, нам нужен от вас только паспорт, фотографии, все остальное мы сами сделаем. Люди даже не знают, на основе каких документов им дана виза. И когда их вызывают во время продления, либо какой-нибудь внезапной проверки, и спрашивают, дружище, у тебя виза удаленного сотрудника, Digital Nomad, цифровой кочевник. А ты в какой компании работаешь? А человек сидит, а он даже не знает, что отвечать. Он не знает, что у него в визе прописана компания, должность, зарплата. И он сидит, не знаю, ну вот в этой. А там совершенно другие цифры. Он говорит, а какой у тебя банк, дружище? Он говорит, не знаю. А покажи-ка мне выписку из банка. Конечно, таких людей что депортируют, потому что они купили визу цифрового кочевника, не подтвердив то, что они им являются. Может, он ее просто купил для того, чтобы дешево жить на острове. Но на острове есть отдельные визы, где этого не требуется. Это такая виза, как C1 и виза по прибытию. Я тоже, кстати, их делаю. И когда человек не может ни про свою компанию инвестиционную что-либо сказать, ни про то, на какие документы сделаны у него визы. Конечно, это не нравится Индонезии. Они хотят контролировать, они идут навстречу, а люди этого не делают. Вот была еще виза D12. Называется прединвестиционная виза. Цель пребывания. Она была дешевле, чем все, что есть вот среди виз, если учитывать, что ты живешь 1 год. Потрясающая виза. Потом очень много людей стали депортировать. У меня ни одного, кстати. И те проблемные вопросы, которые у меня возникали, были закрыты за свой счет. Поэтому, то есть я шел и договаривался с иммиграцией, чтобы у людей не было проблем. Потому что, я им обещал одно, по факту они получили другое. Но опять же, эта виза являлась прединвестиционной визой. И когда с такой визой человека ловят и спрашивают, слушай, дружище, а чем ты занимался здесь целый год? Мы дали тебе дешевую визу, чтобы ты подумал, куда вложить бабки в Индонезии. Но ты здесь, кажется, просто живешь и чилишь, и мы не видим за тобой никакой целевой деятельности. Это людям, конечно, не нравится. То же самое с китосами. Когда я открываю людям китос, я им объясняю, этих документов у вас нету. Но из этого мы можем сделать что-то подобное на тот документ. И вы должны знать, как, собственно, мы эту визу сделали, и иметь документы на руках. Что если вдруг вас вызовут, вы просто говорите, да, с этим работаю, да, можете позвонить и тому подобное. Если вы хотите уточнить, сможете ли вы визу сделать, обращайтесь, мы вас проконсультируем. То есть здесь речь идет о том, какой подход вы используете для того, чтобы себя легализовать. И я не вижу никаких сказок. Сейчас одна из самых популярных виз на острове – это именно E33G. Но правильно ли ее вам сделали? Правильно ли вам ее будут продлевать? И знаете ли вы ваши документы? Это уже второй вопрос. Это уже вопрос того, с кем вы работаете. С какой компанией вы работаете и ее добросовестность и продуманность своих действий наперед. Все, что ты можешь делать на Бали, сидеть тихо, оставлять бабки разводилам и платить взятки местным. Это непонятная история, потому что сейчас взятки становятся платить все сложнее, потому что пришли новые власти, и они как бы с этим борется очень активно. Сидеть тихо, оставлять бабки разводилам. Люди сами находят своих разводил и оставляют им деньги. Это не проблема острова. Разводилы есть везде. И в странах СНГ есть телефонные мошенники. Но кто бы мог подумать, что телефонные мошенники есть и в Америке. И обороты там сотни миллиардов долларов. Поэтому вы поймите, разводилы есть абсолютно везде. И не имеют никакого отношения непосредственно к острову Бали. И то, чтобы тихо сидеть, нет. Задача твоя сидеть, не нарушать культурные обычаи, не нарушать правила и кайфовать. И у меня огромное количество людей кайфует, и сам я когда жил, я кайфовал. Да, есть вещи, которые мне не супер нравились, но возможность смотреть закаты, рассветы, гулять по пляжу, это перекрывало все издержки пребывания. В основных районах, включая и особенно Букит, нет ни единого квадратного метра без строек. Они буквально повсюду. Да, это правда, и поэтому сейчас борются с коррупцией для того, чтобы землю не переводили из зеленки, чтобы не было незаконного строительства,
проверяют сейчас, что земля была продана правильно и тому подобное и так далее, и ограничивают уже застройку. Власти схватились за голову, потому что невозможно из острова, скажем так, выжить настолько больше, что это как-то повлияет существенно на экономику всей Индонезии. Вы только представьте себе, Индонезия субсидирует бензин, у меня будет ролик на эту тему, на сумму в 10 миллиардов долларов в год. Субсидируют, чтобы население могло его покупать по доступной цене. Так вот, весь остров Бали со своего туризма приносит государству 10 миллиардов. То есть это всего лишь песчинка, это всего лишь расходник на фоне всей огромной страны. И при этом сейчас там борются и ограничивают застройку. Да, в какой-то момент после ковида все захотели делать бабки, старая недвижка сгнила, надо было строить новую, местные хотели денег, уехать к своим родственникам далеко, продать свою местную землю. Да, это случилось. Да, такое происходит примерно со всеми местами, куда люди едут массово релоцироваться, либо на туризм. Поэтому, ну что теперь? Но опять же, я жил на Буките, жил на потрясающей вилле, вокруг меня не было ни одной стройки, у меня там было 3 жилья, где рядом не было ни одной стройки. Потрясающее место, районы, поэтому это относится лишь к тем местам, где идет активная стройка, которая рано или поздно закончится. Поэтому я слышу здесь скорее обиженного серфера, который больше не может снять себе жилье за $100. Опять же, не утверждаю, что это так. Нормальное жилье там стоит от $2500, но это не гарантирует отсутствие стройки, наличие стиральной машины и отсутствие плесени. Ну, это просто лучшие комментарии для рекламы моего сервиса, потому что вы можете зайти на мой YouTube-канал и полистать. У меня есть классные ролики, обзоры жилья за 2000, 1500, 1200, 2500 за $1000. Я снимал много разного жилья, у меня целая услуга была по поиску и подбору виллы, и я вам скажу, что это неправда. И во многих в моих виллах была в том числе и стиралка. Окей, даже если ее не было, всегда был лаундри, либо возможность через став попросить постирать вещи. Опять же, стиралка, я лично ставил стиралку, устанавливал ее на одном из апартаментов, стоит не так дорого, $300. Если человек покупает себе виллу за 2500, он может просто договориться, чтобы ему за 3 сотни хозяин привез стиралку, установил ее, и это будет маленькая фи, да, маленькая комиссия. Поэтому это неправда. И если вы хотите найти хорошую классную виллу за нормальные деньги, обращайтесь ко мне, я вам поищу. Да, конечно, ценник растет. Да, конечно, если вы хотите жить на $500, надо искать что-то другое. Но я вам так скажу, у нас как бы и в России, если ты хочешь снимать 2-3-комнатный дом, вместо бассейна пускай будет баня, гараж и тому подобное, это обойдется в приличную сумму, в $2500. А если ты просто хочешь снимать какую-то студию, да, какую-то комнатку, она будет сопоставимо стоить, как и на острове. Поэтому вопрос, что такое нормальное жилье, это вопрос большой. Я жил в центре Убуда в гестхаусе за $500, и я даже не видел смысла мне жить на вилле, потому что у меня были потолки 5 метров, у меня был балкон с видом на рассвет и на джунгли, у меня был даже мини-кабинетик, у меня была огромная ванная комната с большой ванной. Я просто считал, что это какие-то вау-цены, потому что, в принципе, потом ценник за этот гестхаус вырос до 1500. Но я знаю, что за $500 есть очень много первоклассного жилья в виде обычных комнаток. Но если ты хочешь виллу и тому подобное, надо искать. В общем, обращайтесь ко мне, я подбираю классное жилье и не вижу здесь никаких проблем. Следующий. Нет ни одного нормального пляжа для отдыха. Но это вообще неправда. Опять же, Бали никогда не славился пляжами для купания, либо для загорания. Но, опять же, ну такое себе. Есть много других специализированных мест. Турция, Египет, Сочи, где это может быть лучше развито. Бали — это в первую очередь серферские пляжи для серферов. И если учитывать, сколько австралийцев приезжает на остров, чтобы именно насладиться этим, ну, вы поймете, насколько это глупо. Что значит нормальный пляж для отдыха? Я, в принципе, не купался. Когда ты живешь там долго, ты в море не заходишь, но тебе не надо, да, потом ходить соленый, там, пресную воду искать. Зачем? Но приехать на пляж, погулять на закате. Ну, я как человек, который жил месяц в Чингу и поставил себе
задачу каждый день не пропустить ни одного заката и рассвета, могу сказать, что замечательные пляжи, и я прекрасно проводил время, гуляя по песочку утром и вечером. Если я хотел серфить, я мог поехать в другое место. Если я хотел поехать на дикий пляж, а такие тоже есть, и даже на том же самом перенаселенном Буките они есть, ты приезжаешь и гуляешь, и причем ты можешь найти такое место, где ты можешь чуть ли не заночевать, и ты будешь один. Поэтому очень такой резкий комментарий не имеет отношения никакого к правде. Максимальная дискриминация туристов в случае разборок. Местный будет прав, даже если переедет вас машиной. Отвечаю, как человек, который лично попал в аварию, где меня переехала машиной, да, меня выставили неправым, да, я платил деньги за ремонт автомобиля, ну и, соответственно, своего байка. Да, было неприятно. Но если бы в моей стране какой-то иммигрант попал бы со мной в аварию, ну, наверное, мне было бы радостно, что государство будет стоять на моей стороне, а не поддерживать какую-то диаспору иностранных граждан, отмазывая их от всего. У этого есть и обратная сторона, да, обратная сторона медали. Да, возможно, хотя бы, чтобы было какое-то равенство, было бы тоже очень здорово. Но опять же, в той ситуации, в которой я был, в принципе, я понимал, что я легко отделался. Если бы я захотел отстоять свои права, я мог бы поехать в ментовку и пытаться ментам, не факт, что знающим английский язык, объяснить ситуацию и тому подобное. Зачем им это надо? Но если вы захотите это сделать, вы, в принципе, это можете сделать, потому что у меня была и другая сторона, когда меня индонезийцы решили кинуть, заскамив меня на какой-то там налог на байк. По факту его не было, и я этот вопрос решил просто вот так вот очень быстро. Я помню, когда мои знакомые решили вопрос очень быстро, написав заявление в полицию вместе с местными. В общем, там такая целая история большая была, связанная с арендой виллы. Ну, я вам так скажу, вообще нет никаких здесь проблем. Если ты живешь нормально, под словом разборки не подразумеваешь, что ты будешь там с кем-то рамситься, если ты попал в аварию. В общем, я вам так могу сказать, это вообще не доставляет каких-то серьезных проблем, если ты по-мирному живешь. И если кто-то реально косячит по отношению к тебе, то можно добиться справедливости очень спокойно. Можно обратиться к местным. У меня была такая ситуация, кстати, когда у меня заскамили мою клиентку, я приехал с друзьями на байках в обменник и просто попросил у них деньги обратно, на ту сумму, которую кинули, а потом пошел к своему местному другу, и он уже закрыл этот обменник. Поэтому все очень относительно. Пока монтировал, вспомнил свой любимый случай. Я нашел виллу клиенту, его все устраивало, он в нее заехал, и через 2 дня буквально из стены прорвало трубу с водой, виллу начало затапливать. Я в свой сервис включаю поддержку, помогаю решать разные подобные проблемы. Я начал переговоры с хозяином виллы. Так как у нее была оплата на 1 год вперед, залог был не маленький, и нужно было все это вернуть. Он отказывался, говорил, что починит, хотя клиент уже съехал на другую виллу, потому что невозможно было жить на затопленном 1 этаже. В итоге я начал переговоры, он мне начал угрожать о том, что у него есть друзья в иммиграционной службе, он нас всех депортирует. Я продолжаю стоять на своем, ссылаясь исключительно на законы индонезийского законодательства, добился того, что он полностью вернул все деньги и залог. А моей балийской помощнице написал в личку о том, что он ненавидит русскую мафию, какие мы все плохие, хотя по факту с моей стороны не было ни одной угрозы, в отличие от его угроз, что он меня депортирует и закроет. А я исключительно писал красивым юридическим языком о том, что происходит и почему он должен деньги отдать. В общем, поэтому я могу сказать, что мы прям здесь совсем никто, а мы должны понимать, что да, мы все-таки здесь гости, и всегда для них гостями и останемся, и должны поэтому себя вести прилично, но при этом наглеть им в край тоже никто никогда не даст. Если хочется инвестировать в местное что-либо, лучше просто дайте деньги первому встречному. Истории об отжимании всего, что вы инвестируете, полно. Очень спорно. Очень спорно. Я могу сказать так. Да, есть истории, когда вам могут подсунуть липовые документы, но скорее не подсунуть, а скорее власти задним числом не признают сделки
сделки действительные, и когда кто-то продает кучу участков, вам продали, вы построили виллу, а потом выясняется, что участок, который вам продали, был изначально неправильно сам куплен и оформлен, поэтому он переходит прошлому жильцу. Да, таких историй действительно очень много, и в целом, да, я знаю, что у меня был кейс, когда человек с 5 миллионами долларов хотел найти классное место для постройки чего-нибудь под инвестиции, там же, ну, отеля, может быть, виллы. Выяснилось, что, ну, не было нормальной земли, в принципе, на острове. И в этом плане я скажу так. Да, наверное, это очень глупо. Точно так же, как сейчас люди, которые инвестировали в застройки, в новостройки в Дубае, теряют свои деньги. И, может быть, сейчас появится в комментариях и скажут, что они заработали, я тут клевету на Дубай гоню. Но вот я бы сам всех отговаривал от инвестиций на Бали. Это действительно очень такая мутная тема. Даже тот же распиаренный Парк Ю, в который приезжали кому не лень, и Варламов, и Собчак, и вроде бы даже Дудь, и снимали про Парк Ю, и после этого у него был полный sold-out всех объектов. Ну, в общем, на сайте для инвесторов писали доходность такую, что они будут сдавать виллу по такой-то цене. Заходишь на сайт для арендаторов, там цена в 4 раза меньше, получается, пересчитываешь заявленная доходность в 4 раза меньше, а она уже там приближается к нулю. Да, такого очень много, я скажу так, ну, нет смысла в инвестициях на сегодняшний день в Индонезию, если только ты не знаешь как, для чего и зачем, и ты в этом разбираешься. У меня есть классный ролик про, не помню, как его зовут, он занимается маркетплейсами, открываешь компании, выводишь товар на маркетплейс и зарабатываешь деньги. Если ты умеешь, как, например, Андре Фрей, построить классное место Парк Ю и продавать поделенную территорию и заработать денег, ну, у тебя все отлично. Поэтому это скорее касается того, что да, в целом, как будто бы инвестировать в Индонезию опасно, надо прям очень четко это понимать, как это делать. Как показала практика, если бы вы хотели сохранить деньги в 2022 году, надо было покупать квартиры в Москве, ну и уж точно не инвестировать их в долгосрочную аренду в Индонезии. Здесь я полностью согласен с этим комментарием. В принципе, все подошло к концу. У меня совершенно другой опыт. Нужно понимать, для чего ты там живешь и как ты себя там будешь чувствовать. В принципе, зная особенности, зная, что есть плюсы и минусы, я для себя понял, что мне обалденно летом в России. Это мое любимое время. Березочки, леса, озера, речки. Зимой, конечно, мне холодновато, я предпочитаю уехать на Бали и, соблюдая все правила, пребывать там, и это прекрасно. Это просто прекрасное время, это новизна, и, в принципе, Азия мне вся в этом плане нравится. И помню, в Бангкоке прожил месяц, потрясающий был месяц. Куда более цивилизованно, но цены уже давно не 3 копейки, примерно на уровне Бали. Это правда. Это правда. Насчет куда более цивилизованно, я не знаю, что имеет в виду автор. Все зависит от района, где ты проживаешь. Страна сама по себе более компактная, нежели Индонезия, раскинутая на разные острова. Но это уже не дешевое место, потому что, ну, видимо, туда отправляют постоянно горячие туры и тому подобное и так далее. Плюс больше людей выбирает именно Вьетнам, но цены, конечно, уже давно на уровне Бали. Про дискриминацию аналогично Бали. Ну, опять же, я все объяснил. Я думаю, здесь работают точно такие же законы. Очень много людей. Ну, в принципе, в Азии очень много людей. И в популярных местах их тоже очень много. И хочешь, чтобы людей было меньше, ну, как правило, ты за это платишь рублем. И я помню, все рассказывал своему товарищу, какой есть классный ресторан в Владикавказе. Он приехал, сходил, сказал, ну-ка так себе посредственно. Я говорю, а где ты жил? Он показал мне отель свой, и я понял, что, ну, конечно, если в отеле за 50 тысяч в день ты ешь, как в этом ресторане, ну, ты там людей видишь поменьше, и виды более красивые, да, эти горы вокруг тебя. Поэтому, если очень много людей, скорее всего, ты просто не можешь позволить себе жить там, где их меньше людей. То же самое можно про Бали сказать. Я не люблю жить в густонаселенном Денпасаре. Я живу где-нибудь в Убуде, либо на окраине, либо знаю, где будет тишина. Либо вообще стараюсь подальше уехать. Все очень относительно. Никто из местных не говорит по-английски. Ну, опять же, если мы говорим про местных, которые никак не связаны с туризмом, конечно, скорее всего, они не говорят по-английски. С этим большая проблема в любой стране, где население не особо богатое местное. Но если они идут в сферу услуг, все нормально говорят по-английски, и, в принципе, даже в местах
где купить билет какой-нибудь, куда-то доехать. Люди говорят на английском. Сейчас, наверное, не про Вьетнам будет сказано, а про Бангкок. Я зашел на почту зашел, и там сидел парень и говорил на таком чистом английском, что я с таким удовольствием пообщался с ним. Поэтому все очень относительно. Пляжный вайб еще хуже, чем на Бали. Фу, ну, опять же, у каждому свое. Каждому свое. Ну, найдите себе более дорогие пляжи. Если вы приезжаете в место, которое могут себе позволить большинство, то там и будет большинство людей. Поэтому все очень относительно. Опасный трафик. Ну, про опасный трафик это вообще отдельная история. Я сам, в принципе, создавал опасный трафик на Бали, и здесь история такая, что надо привыкнуть. Надо просто привыкнуть. При этом, сколько я не был в Азии, сколько я не видел этот трафик, чтобы были какие-то крупные аварии, там такого не было. К этому надо просто привыкнуть. Это просто местная культура. Переходим к Таиланду. Ценный космос. Да, цены в Таиланде дороже, чем на Бали, скорее всего, и чем во Вьетнаме, и Камбодже, соседних странах. Да, потому что, наверное, он самый прикольный, он самый развитый, и туда едет еще больше количество людей, а спрос рождает предложение. Поэтому, да, цены улетели, но если ты можешь зарабатывать нормальные деньги, которые могут тебе позволить жить в Таиланде, где людей поменьше, это обалденное классное место. Полно историй про нападения на туристов, разводы туристов, депортации. Опять же, я, в принципе, рассказывая все про Бали, рассказал вам большую часть. На Бали тоже были группы людей, подставляющих своих, подкидывая наркотики и тому подобное. Но я думаю, это будет появляться везде, где огромные обороты людей, средств, денег и тому подобное, и дележка рынка. Как будто бы это что-то неизбежное. И именно поэтому, когда на Бали производятся рейды и тому подобное, рынок очищается от таких вот недобросовестных людей. Поэтому, да, наверное, это все было, но что с этим поделать? Люди работают, полиция работает, и это не такие частые случаи. У меня очень много знакомых живет в Таиланде, чтобы думать, что там очень плохо. Я считаю, что это в таком же соотношении, как и в любой другой стране, даже в родной. Пляжный вайб чуть лучше, чем на Бали или во Вьетнаме, но люди друг у друга сидят на головах. Я уже описал, если человек не может позволить себе более пустой пляж, ну, что я могу сделать? Грязно. Да, Азия, в принципе, грязноватая. Надо просто позволять себе что-то другое. А дальше Филиппины. Вот, кстати, про Филиппины недавно ролики попадались, какие там райские места, что вот все дешевле, чем в Азии, там все очень дешево, классно, прикольно. И про Камбоджу недавно попался ролик. Я, наверное, так скажу. Нету сейчас мест на Земле, о которых бы не знал турист, и они бы стоили из этого дешево, при этом давали бы классный сервис. Абсолютно все подобные ролики — это ложь. И рынок настолько мощный на сегодняшний день, что цена всегда будет соответствовать качеству. И вот он пишет, что все худшие черты вышеуказанных направлений. Ну, на Филиппинах я был, наверное, меньше всего, но я думаю, если вы поняли, да, на что жалуется человек, то, наверное, да. Хотя там есть свои особенности, но могу сказать точно, что мало кто остается на Филиппинах надолго. Банально скучно, и никого нету, и хочется как будто бы чего-то хотя бы не... Ну, ты просто находишься в чужой стране. Ты здесь свой. Вот такое ощущение. Жуткая антисанитария, очень опасно. Можно найти норм пляжи. Ну, не знаю, что он имел в виду, но просто, скорее всего, из-за того, что меньше туриста, местные-то особо сами пляжем не пользуются. Можно найти дикие пляжи, но, опять же, я их нашел и на Бали. То есть, если человек, ну, на Бали, я не знаю, сел на байк, поехал 30 минут, и ты доехал до просто пляжа, где не будет никого за весь вечер. Я не знаю, как человек мог сказать, что какие-то не такие пляжи. Шри-Ланка. Здесь вообще не дешево. Цены уже давно в космосе из-за пересдавателей недвижки. Ну, про пересдаватели недвижки, кстати, у меня есть тоже мои ролики на канале про Бали. Можете узнать, как это все работает. Люди уезжают как релоканты и начинают это вот занимать ужасную профессию вот этих вот риэлторов и пересдавателей. Поэтому я в свое время придумал именно
услугу подбора жилья. То есть у меня нету никаких скрытых комиссий, я не выступаю риэлтором, не сдаю жилье, которое я нашел. Я получаю деньги за услугу поиска и ищу до тех пор, пока не найду. И из того, что есть на рынке, и даю прямые контакты с владельцем. То есть у меня более была такая честная услуга, которая давала и клиенту более качественное жилье, ну и как бы вроде как без всяких скрытых комиссий. Вот. Жуткая грязь и антисанитария. Ну, это Азия. Нет нормальных товаров и транспорта, потому что страна под санкциями. Про Шри-Ланку меньше знаю. Возможно, да. Нет нормальной еды, местные питаются карри и чили. Ну, Шри-Ланка максимально близко к Индии. И да, они повернуты на специях, и, в принципе, это нормально. Это, в принципе, вкусовщина. Это вкусовщина. Поэтому не знаю, что здесь сказать. Очень опасный трафик. Это все относится, в принципе, к Азии. Малайзия. Вот в Малайзии, кстати, я был в Куала-Лумпуре на пересадке. Ну, гораздо более цивилизованно, но цены еще выше, чем в остальных направлениях. Да, потому что, наверное, там прикольно. И там довольно чисто, и это довольно прикольная страна. И, наверное, я думаю, просто люди сами не захотят ехать куда-нибудь искать турместа на пляже. Я просто повторюсь, что остров Бали для Индонезии — это там 1% от ее бюджета, и ее субсидий на бензин больше, чем весь туризм. И это нам кажется, что эти страны должны жить на туризме. На самом деле нет, у них своя внутренняя экономика, и Малайзия — это про, например, про как это, пальмовое масло, про местные продукты, да, малазийские. У них своя внутренняя экономика. И надо просто быть местным, наверное. При этом я общался с малазийцем, они любят свою страну, они кайфуют от нее, и у них прекрасная столица, и хорошие порядки, и все очень чисто. Поэтому я считаю это очень относительно. Почти нереально остаться больше, чем на месяц. Ну да, просто многие страны, они изначально не под туризм, и, возможно, вот в таких странах, как Малайзия, есть виза по прибытию, а дальше они не особо-то и хотят, чтобы кто-то к ним приезжал надолго. Дальше там идет про Лаос, про Мьянму, про еще что там дальше. Я думаю, вы можете сами ознакомиться с этим комментарием. Он у меня находится на одном из последних роликов 6-минутных. И я дал свой честный комментарий. Конечно, самый подробный был про Бали. И ему он посвятил гораздо много времени. Нету никакого рая на земле. Точно так же, как и нету мест без своих плюсов. И ты должен их найти. И на сегодняшний день, например, говорить о том, что переезжать на Бали — это глупо, ну, находясь сейчас в стране с самыми большими санкциями, с риском мобилизации, с падающей, к сожалению, экономикой, ты понимаешь, что, ну, для каких-то категорий граждан, например, для удаленщиков, которые работают с сервисами зарубежными, которые ну, живут на этом, для них какие-то страны на сегодняшний день могут быть лучшие. Но я бы сказал так: если человек себе может позволить релокацию в другую страну, и ему там будет нравиться, это все, что его должно волновать. Ну а с этим я могу вам помочь. Как я уже вам упомянул, с визами. Делаю визы как в Таиланде, так и на Бали. Могу помочь с подбором недвижимости и закрыть любые вопросы, которые у вас возникнут на острове. Всем спасибо за внимание. Пока.